Привет! Сейчас я расскажу, как сделать кирпичную кладку в стиле лофт. Первая часть видео будет о создании фактуры, а вторая – как покрасить эту стену кирпично-красной. Смотрим! Для образца я нашла несколько фото в интернете и стремилась воссоздать похожие кирпичи. Также просмотрела много роликов на YouTube, плюс год назад мы сделали стену на кухне из кирпича. Покрасили ее в белый, получилось круто. И нам захотелось сделать лофт еще и в коридоре, но в этот раз выкрасить в классический кирпично-красный цвет. Итак, нам понадобится мешок штукатурки, у нас ушло около 35 килограммов, это немного. В коридоре у нас встроенный шкаф, поэтому делали только на открытых участках стены. Малярная лента, грунтовка, шпатель, гладилка, валик, шпажка или можно использовать палочки для роллов. Белая краска, мы купили моющуюся, что было правильным решением, 3-килограммовую. Колера, кирпично-красный, охра и черный. Обои мы ободрали, но ничего не шкурили. Обязательно покрываем хорошим слоем грунтовки, иначе лента будет отлипать, что доставит вам дополнительных хлопот, и кирпичи будут кусками отваливаться. С первой стеной у нас, кстати, так и получилось. Начнем. Самой оптимальной толщиной швов будет 6-7 мм. Конечно, при расчерчивании проще работать сантиметровым швом. Такой мы сделали на кухне. Красиво, но он получился слишком широкий. Когда он тоньше, кирпичная стена выглядит более естественно. Здесь можно сделать так. Покупайте самую узкую малярную ленту, продается 19-20 мм. При этом берите подлиннее. И разрезайте ее на 3 равные части. У нас уже была широкая малярная лента, и мы разрезали ее на 7 полос по 7 мм толщиной. И занятие это весьма нудное. В то время как уже хочется творить, смешивать колера и пробовать наносить цвет, ты еще где-то там на стадии разрезания клейкой ленты. Расчерчивала я метровым уровнем, им удобнее всего. Не нужно ставить множество отметок, достаточно просто приложить уровень рядом с уже прочерченной линией, немного находя на нее. Смотрим на пузырек, чтобы он был по центру, и проводим карандашом. Расчерчивать лучше снизу, отступив место для плинтуса. У меня отступ 10 см. И я заклеила это место, чтобы не пачкалось. Далее, при расклеивании ленты не забывайте оставлять хвостики, за которые потом будете тянуть, и что вертикальные швы клеим поверх горизонтальных. Кстати, если не хотите расчерчивать и расклеивать, можно заказать трафарет, но это будет недешево. Оптимальный будет около 3 мм. С такой толщиной будет и легче работать, и штукатурки уйдет меньше. С толстыми кирпичами больше работы, да и больше заморочек. И на практике мои 3-мм толщиной кирпичи получились более реалистичными, чем кирпичи потолще. Моя раскладка такая. 5 рядов длинных кирпичей, каждый 25 см на 6,5. Это по ГОСТу. Далее один ряд картышей длиной по 12 см и той же высоты 6,5. С картышами стена смотрится интересней. Отметки на линейке при расчерчивании у меня были по высоте 7,2, 14,4 и 21,6, а в длину 25,7. Везде учитывался шов 0,7 мм. Мой способ, пожалуй, конечно, более замороченный, нежели другие варианты на YouTube. С другой стороны, если вы хотите получить вид натурального кирпича, тут легкого пути нет. Нашу лофт-стену мы делали шпаклевки и воды, больше ничего не добавляли. После того, как нанесли раствор, здесь порядок действий такой. Пошлепать, образовались этакие выпуклины. Ждем минуту-две, кстати, можно делать это и ладошкой, если у вас нет гладилки. Пригладить. Снять малярную ленту. Теперь работаем с кирпичами. Края со всех сторон срезаем под 45. Я это делала шпажкой, и тут внимание, если вы сделаете кирпичи небольшой толщины, около 3 мм, то ничего срезать не придется. Далее. Уголочки совсем слегка скругляем. Раствор тем временем подсыхает, а мы работаем дальше. Влажной губкой приглаживаем все края. Теперь важный момент, когда наши кирпичи уже хорошо подсохли, но не до конца, сам кирпич тоже нужно пригладить. Делать это лучше в перчатках. Заранее наберите немного воды в ведро, смачивайте и сглаживайте. На этом процесс создания фактуры кирпича закончен. Сначала мы малярным валиком прокрашиваем стены белой краской. При этом хорошо отжимаем валик. Тогда краска ложится полупрозрачным тонким слоем. До конца кирпичи не прокрашиваем, делаем это намеренно.
Краска высохла. Следующий этап. Смешиваем с грунтовкой в равных количествах красно-коричневый колер и охру. Я 3 раза пробовала найти, а может быть даже и больше, я сейчас даже уже и не вспомню. Пробовала найти именно тот оттенок кирпича, который мне понравился. И закрашивала вновь белой краской кирпичи. Экспериментировала, конечно, на небольших отрезках стены. И опять тонировала их колерами. Добавляла при этом меньше красно-коричневого. В общем, долгая история. Я посоветую и вам смешивать колера с грунтовкой понемногу. Это ты нарисовал? Ага. Сколько на это можно срубить? Посмотрим. И делать пробы на менее заметном участке стены. Единственное, когда вы получите нужный оттенок, вам нужно будет его развести в достаточном количестве, чтобы хватило на все стены, иначе при втором смешивании тот же оттенок получить будет сложно, и стены получатся разными. Я разбавляла водой, красила тем же валиком. Следим, чтобы не было потеков, иначе краска так и высохнет с каплями, а нам такого не нужно. Далее будем тонировать полностью все стены. Для этого смешиваем грунтовку и черный колер, и все это разбавим хорошо водой. И теперь нам надо эту жидкость нанести так, чтобы все щели хорошо заполнились, затонировались. Это придаст кирпичу потертость, а еще впечатление, что это как бы остатки цементного раствора. У меня была испорчена размочаленная кисть, и она прекрасно вспенивала раствор. Заполнялись все выемки и углубления. Затем влажной тряпкой протираем камни, долго не ждем, убираем излишки. На этом этапе с камнями мы закончили, осталось покрасить швы. Кто-то делает швы белыми или серыми. Мне понравились такие. Они здесь цвета песочно-серого с оттенком хаки. Чтобы получить такой цвет, я смешала белую краску с грунтовкой и добавила 1 каплю черного колера и 5 капель охры. Опять же, это все примерно, поэтому лучше смешать маленькое количество раствора и пробовать красить. На этом мы закончили. Посчитав все растраты, могу сказать, на все строительные материалы мы потратили 1500 рублей. Мешок штукатурки 500, на краску и колера ушло 550, ну и малярная лента и валик на остатки. Единственное, мы не покупали грунтовку, кисти, ванночку, тазик и черный колер. Все это у нас осталось с прошлого ремонта на кухне. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если понравилось, ставь палец вверх. Я старалась. И нажимай на красную кнопочку внизу под видео. Подписывайся. Впереди будет еще много интересного и полезного о дизайне. И не только. Пока.